Всем привет, с вами Ануар и вы на канале Куратив CG Компьютерная графика. Это новая рубрика, и в ней вы узнаете, как поэтапно создать мультфильм и продать его. Это первое видео, в котором я вам расскажу, как найти идею для мультфильма и как составить базовый сценарий. Если эта часть вам понравится, далее я расскажу о том, какие программы стоит использовать при создании мультфильмов. Но перед тем как начнем, подпишитесь на канал, если не подписаны. Ну а теперь начнем. Где и как найти идею для мультфильма? Во-первых, стоит определить, какой жанр вам нужен. Фантастика, детектив, триллер, хоррор и так далее. После этого подберите подходящие по жанру фильмы, мультфильмы и литературу. Но перед тем, как искать материал, я определяю, в каком стиле будет мультфильм. Для примера я хочу сделать мультфильм наподобие супергеройского детектива. Как референс я решил взять мультфильмы «Мегамозг» и «Осадки в виде фрикаделек», а также пару марвелских фильмов, такие как Тор Рагнарёк и Железный Человек. Почему выбор пал на эти фильмы? Мне нравится юмор в Тор 3 и Мегамозг. Хочу сделать будущий мультфильм в похожем стиле. По задумке, главным героем моего мультфильма будет ученый-гений, бывший суперзлодей, который создает технологии, поэтому я также буду отталкиваться от трилогии Железного Человека и Осадков. Также в этой вселенной будет супергерой, мультимиллионер в костюме. Далее нам надо детально разобрать главного героя. В прошлом он был суперзлодеем, но теперь хочет исправиться и открывает клинику по помощи другим суперзлодеям. Все это он делает ради своей семьи. Теперь нам нужен конфликт. В его клинику начали приходить все меньше и меньше злодеев. Потом у него пропадает дочь. Ему никто не хочет помогать в поиске, в том числе и местные супергерои. Он узнает, что в похищении дочери пропавших злодеев виноват тот самый супергерой-миллионер, который похищает преступников для опытов в своих экспериментах. У нас уже есть жанр, базовый сюжет и главные персонажи. Нужно доработать героев и сделать их более живыми. Добавить характер, привычки, страхи, внутренние переживания, взгляды на жизнь и основные принципы. В каждого персонажа нужно добавить частичку себя. Тогда персонаж будет выглядеть немного душевнее. Еще нельзя забывать про второстепенных персонажей. Они в свою очередь будут подталкивать главных героев к действиям и развивать их. В начале написания сценария нужно с помощью окружения и коммуникации раскрыть главного героя, его отношение ко всему, зону комфорта, повседневную жизнь, ценности. Далее начать развивать проблемы, а также проработать антагониста и его цели. Сначала герой все отрицает, пытается убежать от проблем, но позже принимает их и берет дело в свои руки. Конечно, это не все так просто. Здесь нужно показать все возможные трудности в их решениях и нарастание конфликта между двух сторон, и потом уже противостояние. Надеюсь, ролик был полезен для вас. Не забудьте подписаться на канал, так как дальше будет еще много интересного по созданию мультфильма. Всем спасибо и пока.